Всем привет! Всем привет! Мы сегодня проснулись в Волгограде. Сегодня 22 августа, и мы сегодня из Волгограда отправляться будем в Москву. Первым делом, после того, как проснулись, приняли решение записать обзор квартиры, в которой прожили, переночевали 2 ночи, 3 дня прожили. Ну что, переходим к обзору. Начинаем записывать обзор с прихожей. Вы слышите, в этой прихожей раздается даже эхо. Она просто огромная. Я не могу одной рукой достать одной стенки и второй рукой дотянуться до второй стенки. Ширина огромная. Итого получается у нас большая прихожая. Большая и пустая прихожая. Видите, нету здесь никаких крючков, нету здесь никаких тумбочек для обуви. Обувь тут просто помещается так на полу. А кепка висит на одном из автоматов электрических. Раз, два, три, четыре, пять. 5 шагов до шкафа, в котором есть возможность повесить какие-то вещи. И есть возможность, пока идешь до этого шкафа натоптать. Из прихожей мы попадаем в коридор. Коридор тоже гигантских больших масштабов. Это вообще квартира, как будто квартира великана, Гулливера в стране лилипутов. Мы бродим, места тут просто огромное количество, очень много места. Из этого коридора есть 2 двери налево. Это туалет. Давайте я вам покажу туалет. Вот туалет. Чтобы дойти до унитаза, нужно сделать 2 шага, а может даже кому-то и 3. Раз, два. И только тогда мы добираемся до унитаза. И ширина туалета, можете по плитке посчитать. Плитка 20 сантиметров, 5 плиток и еще чуть-чуть больше метра. То есть где-то 1,10 м ширина. Достаточно большой по глубине туалет. Многие московские квартиры позавидуют таким туалетам. В этот туалет поместится 3 туалета московских квартир. Работает вытяжка. Причем вот вытяжку можно за этот шнурочек выключить. Так мы сделали в ванной комнате. Это ванная. Ванная тоже огромная. Она, как и вся квартира, как и все комнаты в этой квартире. На что обратили внимание здесь? Несмотря на то, что масштаб, площадь здесь большая, здесь 2 на 3 метра где-то, 6 квадратных метров. Почему-то принято решение поставить маленькую узкую стиральную машину, хотя сюда влезла бы полноценная. И больше всего меня удивила маленькая узкая раковина. Да здесь можно было раковину поставить в 3 раза больше, чем это. И с рук бы вода не стекала на пол. И вот эта полка, причал для лба, то есть когда ты наклоняешься к раковине, ты обязательно головой ударяешься об эту полку. Конечно, здесь есть ванная. В этой ванной у нас, это даже не просто ванная, это джакузи. Вы посмотрите, джакузи. Мы джакузи не запускали, не стали рисковать, чтобы не затопить соседей. Мы здесь не так надолго, всего 2 ночи переночевали. Почему-то все равно в эту огромную ванну вписали не на всю длину джакузи. Не знаю, из каких соображений. Возможно, это из соображений экономии. В углу стоит еще шкафчик, он туда поместился. Может быть, из-за этого шкафчика было принято решение про джакузи. Про стиральную машину обычно узкие стоят подороже. Можно было полноценную большую поставить. Движемся дальше. Переходим на кухню. Кухня тоже большая. Здесь мы уже бутылки принесли, пили водичку. Здесь есть электрическая плита, над плитой вытяжка, кухонный стол, уголок, большое окно с видом на Волгоград, холодильник, чайник, микроволновая печь. И полки, чашки, там различные столовые приборы. По площади кухня тоже очень большая. Здесь все очень большое по площади. В квартире есть интернет. Точка доступа расположилась в маленьком стульчике. Здесь есть одно большое изделие, я вам его покажу. Одна большая мебель. Мне очень понравилось. Остальное все, обычных размеров или миниатюрное. Для такой большой площади квартиры все как бы теряется. Заходим в спальню. В спальне кровать, большая двухспальная кровать. Окно с видом на Волгоград. Окно что-то грязное. Никаких тут телевизоров, чтобы не отвлекали от сна, нету. Полки, книги и платьевой шкаф. Площадь комнаты, опять в очередной раз повторю, огромная, много места. Это классно. В углу за шкафом прятался обогреватель, радиатор масляный и гладильная доска. Идем в другую комнату, идем в большую комнату. Здесь всего 2 комнаты при такой огромной площади. В большой комнате неожиданно стоит винтажный сервант, стеклянный, лакированные двери, дерево, красивый сервант. Здесь у нас чашки, стаканы. В углу есть банкетка, она раскладывается и можно спать. За банкеткой прятался пылесос. Это наши пакеты и рюкзаки. Телевизор из начала эры плоских телевизоров Sony показывает, и уже хорошо. Потом журнальный столик, радиатор. На радиаторе прилег наш
Винни-Пух. Ну и здесь огромный, вот что я вам хотел рассказать, просто огромадный диван. На этом диване сейчас расположились Артур и Лера, и вы видите масштаб этих ребят по сравнению с масштабом этого дивана. Тут влезет поместится на этот диван 4 Артура и 4 Леры. Не то, что другие какие-то здесь вещи. Вот Артур перелег немножко, и этот диван, он огромный. Мало того, что он огромный, он еще и удобный. На нем очень удобно спать. Проверено. Лично я проверил. В этой комнате, в большой комнате, есть кондиционер, сплит-система и выход на балкон. На балконе у нас сушилка стоит, где сохнут вещи. Справа еще есть раскладушка. Как вы поняли, в квартире в этой места достаточно, чтобы поместилась еще и раскладушка. 5, а возможно даже 7 раскладушек здесь еще поместилось бы. И зеленый тазик. Окно открыто, и в это окно мы можем посмотреть на Волгоград. Пойдемте вместе посмотрим. Это один из районов Волгограда. Здесь какие-то общаги. Снизу частный сектор. Видимо, на месте частного сектора построены эти большие дома с 14 этажа, которого я снимаю это видео. Возможно, скоро здесь тоже появится большой дом высокий. И если смотреть налево, вы видите, если внимательно посмотрите, реку Волга. А также слева музей панорама Сталинградской битвы. Пойдем выглянем в другое окно. В другом окне мы видим другие высокие дома. И, кстати, вот между домами дом с башенками с красными. За этим домом как раз находится дом Жени, где мы в бассейне купались вчера и позавчера. Это балкон. Балкон завешен, чтобы через огромные окна, через огромную стеклянную стену не нагревался балкон, ну и все помещение тоже не нагревалось. Ну что, будем заканчивать обзор квартиры. И обычно в конце обзора мы проставляем оценку данной квартире. На семейном совете этой квартире мы приняли решение поставить, я хотел поставить 5 звезд, но выяснил, что есть некоторые недочеты. Небольшие недочеты. Оказывается, кровать в спальне скрипит. Я на ней не спал, я спал на диване, на отличном диване, а на той кровати спал не я. И та кровать, оказывается, сильно скрипит. Еще выяснилось, что здесь бывает неприятный запах, когда целый день гуляешь, не находишься в квартире, возвращаешься, и вечером неприятный запах. Но недочеты есть. И эти недочеты списали ползвезды. 4,5 звезды. Хорошая, отличная квартира. Обошлась 5500 рублей за ночь. Мы уже выселились и едем в лифте к машине. Сейчас пойдем. Машина, да, с той стороны. Мы в машине, заскочим сейчас к Жене попрощаться и будем отправляться на завтрак, а потом уже в Москву. Уже заехали к Жене, попрощались с ним. Сейчас приехали в кафе, чтобы позавтракать и даже пообедать. И будем отправляться в сторону Москвы после этого. Сейчас я поменял карточку памяти в камере, потому что предыдущая была заполнена видеоматериалом. Я не сбрасывал материал, пока мы здесь все снимаем. И, вы знаете, не с первого раза получилась карточка SanDisk Extreme. Вот здесь она в крышке установлена. Почему-то сказала, что она очень... камера сказала, что эта карточка очень slow, медленная. Поэтому, с этим будем разбираться. Поставил просто SanDisk Extreme, без Pro приставки. Профессиональную, просто обычную поставил. И обычная стояла до этого в этой камере. И полет нормальный, записываем видео. А сейчас идем в кафе. Вот оно, Hungry. Ничего себе, куда забрались. А как в него заходить? Вон он вход, Hungry. Мы в кафе, сделали свой заказ. Ждем теперь, когда нам принесут напитки, яишенку, чтобы позавтракать. Кафе Hungry. Первые блюда уже принесли. Артур уже с омлетом. Лера, что у тебя за макароны? У Лерки какие-то вкусные макарончики со сливочным соусом и сыром. Это зеленая вкуснятина. Покушать принесли вот такая вкуснятина. У нас, наверное, вкуснятина. Пока только вижу, что очень красиво. Сейчас приступим к поглощению этого. Я думаю, что вкусно. Все, наш завтрак закончен. И мы отправляемся теперь в машину и поедем в Москву. Уже около машины сейчас загружаемся и едем. Те путешественники в машине. И еще по Волгограду мы едем,
чтобы выехать из него. Ну и на трассу город-герой Москва. Из города-героя Волгограда в город-герой Москва. В Москву, правильно. Мы едем. Еще не выехав из Волгограда, решили заехать на заправку на Роснефть. 56,20 цена бензина 95-го Пульсар. И сейчас мы его наливаем. Наливается, да, там 56,80 Пульсар нынче. Заправились. Автомобиль заправили на 2500, а заправили себя на 3200. Себя мы любим больше. Ну и нас, конечно, больше. Покушали 4 человека. Ярик не стал в кафе кушать, а машина покушала одна. Заскочили в помбончик пополнить запасы воды, помыть бутылку и Лера забежать в туалет. Заказ 12 готов. Напитки купили и отправляемся дальше. В машину погрузили уже все, едем. У нас месяц не было дождя, и вот он дождь. В Волгоградской области мы еще не выехали из нее, и здесь небольшой дождик. С одной стороны тучка, а с другой стороны небо светлое. Хлебороб и доярка, видишь, стоят. Хлебороб держит рожь, а доярка бидон молока. Ну да, пшеницу. Пшеница, рожь. В наших полях все найдешь. А тут какой-то грузовой хаб. Много грузовых автомобилей. Слева от нас, от дороги, похоже, бушует стихия. Но очень много подсолнечников. Информация непроверенная. Движемся дальше. Здесь какое-то оживление. Какая-то недостройка везде. Магазинчики, машины. Ну и, конечно, солнечные. Смотри, цветы, подсолнухи. Смотри, сколько их тут опять много. Всю трассу их мы встречаем. Очень много. И здесь они раскрытые, желтенькие. Красота. Впереди у нас заниженная приора едет. Волгоградская область с нами попрощалась, а никакой вывески, никакой стеллы о том, что мы уезжаем в какую-то область, не было. А должна быть Тамбовская область, потому что дорога была на Тамбов. И посмотрите, друзья, кого мы встретили в дороге. 82-й регион, это кто у нас? Крым. Козочки едут и козлы. Смотрите, какие развесистые рога. Куда-то они в Москву поехали разгонять тоску. Ярик радуется тому, что мы уехали в Тамбовскую область. Очередная заправка на нашем пути. Здесь есть только 95-й бензин. И вот мы его сейчас на 2500 заправляем. Сейчас проберусь, посмотрю, как заливается бензин в топливный бак. И бензинчик наливается. 53,90 цена за литр бензина 95-го. Процесс заправочки идет. Еще себя немного хочу поснимать. Дорога из Волгограда в Москву. Ну, не магистраль, не М4. Ну, нормальная дорога. 2 полосы, есть где обгон сделать. Есть где-то, где больше полос. По 2 полосы в каждую сторону. Но большинство участков все-таки это участки, которые одна полоса в одну сторону, одна в другую. Вот на 2400 заправились. Еще 100 рублей вернется. Смотрите, вот заправочку закончили. Мы еще сейчас на заправке перекусим. Перекусим сосисками, выпьем кофе. Бывает. Так, надо карточка. Когда циферки появятся по оплате. Да, карта. Все, прикладывай. Все, успех. Прием ответа успешно. Все, спасибо. Кофе еще?
А, да, ну нам же еще 2 кофе. Все кушают, и Леры байки слушают. Коктейль, говорит, есть. Ярик, мама. Артур уплетает хот-дог. Вкусный? Френч-дог. Вкусный? Говорит, что да. Подкрепились. Заправили автомобиль. И идем загружаться и ехать дальше. Под Тамбовом мы повернули на 90 градусов налево. Ну, была развязка, и там мы повернули налево. Дорога из тыквы превратилась в карету. Ну, то есть из однополосной в одну сторону превратилась в двухполосную. Стало похоже, ну, на дорогу, которая идет в Москву. И действительно, указатель нам еще раз в этом дал подтверждение. Дорога на Москву. Осталось нам ехать 475 километров до дома. И мы теперь, ну, немножко быстрее мчим. А вот такой красивый закат мы видим из окна нашего автомобиля. Раньше он был по левую сторону у меня, с моей стороны, с водительской. А теперь он впереди и немножко справа, после того, как повернули. И мы едем на этот закат. И снова дорога испортилась. Было 2 полосы, снова стало в одну. Да что ж такое, я-то уж думал, до Москвы будет 2 полосы, а не тут-то было. И снова в одну полосу полетимся в Москву. Сегодня необычно мы заезжаем домой по СВХ. Для этого пришлось уехать на МКАДе направо, ну и потом заехать на СВХ. Первый раз я так в Москву заезжаю по этой Форде. Обычно налево поворачиваем и едем по МКАДу. Но обычно мы приезжаем М3. А в этот раз мы приехали еще южнее и восточнее. Мы приехали с М4 достаточно быстро, хотя и едем мы ночью. Идем, наверное, здесь, чтобы добраться, особенно по МКАДу, до этого поворота. Мы бы собрали несколько пробок. Московское время без 10 час ночи, и мы подъезжаем к дому. Пути 12 часов 16 минут. Сейчас разгрузимся и поеду машину ставить в гараж. Ну все, записываем финалочку. Я уже в гараже, время 1 час 14 минут и 12 часов 25 минут понадобилось на все. Мы уже разгрузили все вещи наши уже дома, а я сейчас припарковал машину, глушу ее и возвращаюсь домой. Путешествуйте с нами, лайки, комментарии приветствуются, подписывайтесь на канал. Всем пока!